Содействие Соединенных Штатов укреплению пограничных возможностей Армении будет способствовать также выводу российских пограничников с армяно-турецкой и армяно-иранской границы. Об этом заявил в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Паруир Аванесян в ответ на вопрос армянских СМИ. Это всегда делалось третьей страной. Наконец, мы должны это сделать. В идеальном мире каждая страна сама должна контролировать свои границы, заявил Аванесян, отвечая на вопрос, что на практике означает содействие укреплению этих пограничных возможностей. В случае укрепления пограничных возможностей россияне могут уйти не только с армяно-иранской границы, но и с армяно-турецкой границы, заявил замглавы МИД Армении Паруир Аванесян. Мы обсуждаем с нашими иранскими партнерами все вопросы. Но вопрос, упомянутый госсекретарем США, касался повышения эффективности нашего пограничного контроля, а не каких-то конкретных чувствительных аспектов с той или иной страной. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте 24 января заместитель министра иностранных дел Армении Паруир Аванесян, касаясь того, что после подписания армяно-американского документа о стратегическом партнерстве госсекретарь США Блинкен заявил, что в связи с приграничной безопасностью Армению посетит группа, и отвечая на вопросы, насколько это касается Ирана, и обсуждался ли данный вопрос с иранскими партнерами. По его словам, заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян недавно посетил Иран, и Тегеран не выразил никакой обеспокоенности по этому поводу. Думаю, что опубликованное заявление стало еще одним свидетельством о наших тесных отношениях. Я не видел ни одного вопроса, по которому мы не достигли соглашения с иранской стороной. Наши отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, сказал замминистра. На вопрос, что означает укрепление пограничного потенциала, Аванесян ответил: «Это всегда делала третья страна. Наконец, мы должны начать контролировать свою границу самостоятельно». Он также подчеркнул, что в результате этих работ не исключено, что с армяно-турецкой и армяно-иранской границ российские пограничники вообще уйдут. Конечно, в идеальном мире каждая страна должна быть в состоянии контролировать свои границы. А эта поддержка заключается в обмене соответствующим опытом, который имеет значение для расширения наших возможностей, заключил замминистра. А также он добавил, что Иран не выражал обеспокоенности по поводу предстоящего визита рабочей группы американских специалистов по пограничному контролю. Подписание армяно-американской хартии о создании группы по стратегическому партнерству включало и договоренность об отправке на армяно-иранскую границу группы специалистов, которые должны передавать опыт ведения пограничного контроля. Министр иностранных дел Армении заявил, что отношения между Ереваном и Тегераном находятся на беспрецедентно высоком уровне, и он не видит ни одного вопроса, по которому с иранской стороной не было бы достигнуто соглашение, подытожил Паруир Аванесян. Он добавил, что Армения придает большое значение полной реализации соглашения Армения-ЕС, всеобъемлющее и расширенное партнерство, и его дорожной карты, предпринимая интенсивные шаги как по обновлению дорожной карты, так и по обеспечению выполнения обязательств, взятых на себя упомянутыми документами. Об этом в ходе обсуждения законопроекта об инициировании процесса присоединения Республики Армения к Европейскому Союзу на заседании Постоянной комиссии по европейской интеграции парламента Армении заявил докладчик по проекту заместитель министра иностранных дел Армении Паруир Аванесян. В своем выступлении Паруир Аванесян отметил, что представленный в результате гражданской инициативы проект соответствует динамике углубления сотрудничества между Арменией и ЕС, странами-членами ЕС, а также европейским устремлениям граждан Армении. Между Азербайджаном и Францией произошел очередной скандал. Дело в том, что азербайджанская сторона снова сделала заявление, на которое невозможно было не отреагировать, а именно Аббас Аббасов, исполнительный директор Бакинской инициативной группы, выступил с речью на Конгрессе Международного фронта деколонизации, состоявшемся 24 января 2025 года в Нумеа, столице Новой Каледонии Конаки. Его выступление вызвало возмущение, так как на данном мероприятии Аббасов сделал ряд резких антифранцузских заявлений, которые вызвали широкий резонанс.
Ниже приведены слова возмущенных французских политиков и общественных деятелей, которые не могли оставить это без внимания. Бакинская инициативная группа в очередной раз попыталась дестабилизировать нашу национальную политическую жизнь в Новой Каледонии. Эти тщетные попытки Азербайджана на наших заморских территориях неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. «Преступный режим открыто атакует территориальную целостность Франции», заявил Франсуа Ксавье Беллами. А теперь Азербайджан организует конгресс в Нумеа для деколонизации Новой Каледонии, призывает к борьбе по всем заморским территориям, оскорбляет наши силы правопорядка. Преступный режим открыто атакует территориальную целостность Франции. Когда государство, наконец, отреагирует? А это пишет журналист «Ле Фигаро» Тео Сивазлян. Поразительно. Антифранцузская речь, произнесенная на французской земле иностранным государством, руководителя так называемой Бакинской инициативной группы Аббаса Аббасова, которая использует ситуацию от начала до конца в своих интересах, колонизируя армянские земли с незапамятных времен. До каких пор? Где решительные и конкретные меры? Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь сделал жесткое заявление, направленное против Алиева. Преступному режиму Азербайджана надо дать решительный ответ. Действия Азербайджана по вмешательству и дестабилизации, подстрекающие к насилию и оскорбляющие нашу страну, требуют единодушного осуждения. Я неизменно осуждал их действия. Последний акт провокации – проведение Конгресса деколонизации в Нумеа, Новой Каледонии, где наши жандармы становятся жертвами клеветы, а призывы к восстаниям звучат все громче. Франция и Европа обязаны дать решительный ответ этому преступному режиму, который, открыто действуя, угрожает нашей территориальной целостности и основным ценностям, подытожил бывший премьер-министр Франции. От нашей редакции добавлю еще несколько слов к заявлению Габриэля Атталя. Итак, отсталый режим Ильхама Алиева во Франции уже открыто называют преступным и геноцидальным. Последняя азербайджанская выходка приведет к серьезным последствиям. В этом нет никаких сомнений. Звонкая французская пощечина может исправить ситуацию. Самого Алиева, скорее всего, будут судить в суде. Масштаб алиевских преступлений поражает воображение. Здесь и геноцид, и этническая чистка, и участие в создании наемничества, внесудебные казни, грабежи, уничтожение культурного наследия, нарушение устава ООН и целого ряда международных норм. Вполне внушительный список, чтобы расплатиться по полной программе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.